США допускают победу Украины. Белый дом ждет ответа от Путина. ВСУ внезапно обратились к ВС РФ. Призыв на русском и предложение о сделке. Ответ российской стороны. Зеленский срочно срывается из Киева после звонка из Вашингтона. Тяжелые переговоры о территориях. Пресса пишет о давлении на Банковую и Кремль. Заявление американцев о финале войны. Когда он наступит? Неожиданный прогноз. Протесты в России, обращение к Путину. Чего хотят россияне? Стрельба по тем, кто поднимает руку на ТЦК. Делегация из страны НАТО летит в Москву. Срочная эвакуация в Казахстане, а также новое исследование. Почему кошки не любят женщин? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Как всегда, прошу поставить прямо сейчас лайк, поделиться этим видео на своих страницах в соцсетях. А я начинаю. Стрелять на поражение по всем, кто поднимает руку на сотрудников ТЦК или же военкомов. Такой вариант уже обсуждают на украинском телевидении. Экс-командир роты батальона «Айдар» Дикий, комментируя недавнее убийство военного ТЦК во Львове, возмутился, почему работники ТЦК до сих пор не используют оружие. И тут же ответил на свой вопрос. Патрули не стреляют по украинцам только потому, что чувствуют себя незащищенными. Далее цитата. «Наше же государство, наши же правоохранители после этого затаскают военного по судам». Дикий предлагает узаконить стрельбу по людям, которые ведут себя агрессивно с ТЦК, и все нюансы прописать в специальной инструкции. Такое мнение он выразил в интервью Львив Медиа. Напомню, что во Львове 3 декабря мужчина, которого остановили для проверки документов, смертельно ранил военного ТЦК. В суде он заявил, что военкомы били его в присутствии полиции. Эта инструкция должна быть прописана именно по законам военного времени, а не мирного. В военное время любое существо, которое поднимает руку на украинского солдата, ну извините, оно должно приравниваться к российским солдатам, которые поднимают руку на него. Литва закрывает двери россиянам. Департамент миграции аннулировал временный вид на жительство 145 россиянам из-за того, что те часто ездили в Россию и Беларусь и тем самым нарушили литовское миграционное законодательство. Напомню, режим автоматического аннулирования ВНЖ действует в Литве с 2023 года. Этой весной действие ограничительной меры вновь продлили до мая 2026. Указанный порядок предусматривает возможность аннулировать выданные гражданам России разрешения на временное проживание в Литве, если они за последние 3 календарных месяца более одного раза выезжали в Россию или Беларусь. Этот запрет вступил в силу в начале мая. Россия объявила безлимит для трудовых мигрантов из Индии. После недавнего визита Путина в Нью-Дели стороны подписали, в частности, соглашение о мобильности рабочей силы. Об этом рассказал СМИ вице-премьер правительства РФ Мантуров. Это значит, что Россия сможет принять неограниченное количество индийских трудовых мигрантов. Вакансий для граждан Индии, по словам Мантурова, более чем достаточно. Далее цитата. «Только для обрабатывающих отраслей промышленности нужно плюсом к существующему числу минимум 800 тысяч человек». Конец цитаты. Отрасли, о которых говорит Мантуров, это машиностроение, производство различных стройматериалов, лесохимическая и деревообрабатывающая промышленность и, конечно же, промпроизводство непосредственно на нужды войны. Напомню, в последние годы власти РФ серьезно ужесточили миграционное законодательство. Мигрантам запрещают привозить в Россию семьи, обязывают сдать экзамены по русскому языку. Во многих регионах запрещена работа в ряде отраслей – курьерской, транспортной и медицинской. А для въезда в страну требуется предварительная заявка. Я думаю, что у нас есть поле для сотрудничества. Вакансии точно есть. А с точки зрения времени, которое потребуется для, скажем так, адаптации и для принятия решения по сбору информации, кто, какие сроки, каким работодателям потребуется какое-то время. Словакия против финансирования Украины. Оказывая военную помощь Киеву, ЕС фактически продлевает войну и усугубляет положение Киева. Об этом в интервью национальному телевидению заявил президент Словакии Пелегрини. При этом Пелегрини назвал огромными расходы Евросоюза на закупку вооружения для украинского фронта. Такие баснословные суммы, уверен президент Словакии, целесообразнее было бы вкладывать в послевоенную помощь Украине, в частности, помочь украинцам с восстановлением энергообъектов и строительством разрушенных городов. Думаю, что это будет лучшее и более эффективное использование средств, и для жителей Украины тоже, чем продолжать военные действия такими огромными финансовыми вливаниями. Потому что сейчас всем очевидно, что Украина, учитывая огромную численность и упорство российской армии, просто не в состоянии выиграть эту войну и вытеснить их со своей территории.
Европа сталкивается с самым трудным моментом в попытке избежать разрыва отношений с США. Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что Белый дом дал понять, Европа рискует быть стерта с лица земли, если не изменит свою культуру и политику. Об этом говорится в частности в подписанной Трампом 33-страничной стратегии нацбезопасности США. Кроме того, напряжение наблюдается и на фоне переговоров о мире в Украине, из которых Европу фактически выбросили, пишет издание. Bloomberg уточняет, что сейчас в Европе решается главный вопрос – не допустить ситуации, при которой ослабленный Зеленский будет принужден Америкой вывести войска из Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных американских гарантий безопасности, то есть подписать капитуляцию. Если же США заключат сделку с Россией, то это будет означать капитуляцию Запада. Европейские лидеры крайне обеспокоены попытками США заключить с Россией сделку, которая будет означать капитуляцию Запада и окончательно разрушит доверие к администрации Трампа на континенте. Европейские дипломаты иногда сравнивают управление политикой Трампа по Украине с поездкой на аттракционе «Американские горки». Сейчас они смотрят на особенно крутой обрыв. Европа надеется, что Трамп вернется к своей октябрьской позиции, увидит в Путине главного блокировщика мира и усилит давление на российскую экономику, пишут авторы материала. А также есть и опасения, что американский президент просто умоет руки, если не сможет добиться сделки. Поэтому сейчас на повестке два сценария. Первый и тот, который называют худшим в ЕС. Трамп снимает давление с Россией, блокирует использование американского оружия Украиной и прекращает обмен разведданными, оставляя Европу с Киевом в одиночестве. Второй вариант менее печальный. Трамп объявит, что теперь это война Европы, но продолжит продажу оружия НАТО для Украины и продолжит помогать разведке, пишет Bloomberg. Издание Foreign Policy также пишет о напряжении между США и Европой, и о том, что Трамп переходит на сторону РФ, вспоминая также недавнюю стратегию Америки. Администрация Трампа давно имеет четкое и последовательное видение Европы. Приоритет – это отношения США и России и стремление разделять и властвовать на континенте. Это была цитата. Европе давно пора признать очевидное. В вопросе войны России против Украины и в обеспечении собственной безопасности континент, в лучшем случае, остался наедине с собой. В худшем, она теперь сталкивается сразу с двумя противниками – Россией на востоке и Соединенными Штатами Трампа на западе. Каждый раз, когда Трамп или члены его администрации обрушиваются с нападками на Европу, включая Украину, европейцы принимают удар с натянутой улыбкой и из кожи вон лезут, чтобы польстить Белому дому. Издание пишет, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, главным образом потому, что считает ее раздражающим фактором, мешающим нормализации отношений США с Россией, особенно запланированным бизнес-сделкам между его окружением и друзьями из Кремля. При этом США допускает победу Украины. В такой исход войны верит в первую очередь американское общество. Об этом свидетельствует опрос Института Рейгана. Данные накануне были опубликованы в сети и активно обсуждались. Большая часть американцев поддерживает предоставление Украине американского оружия. Уверенное большинство, 62%, хотят, чтобы Украина победила в войне с Россией, а 64% поддерживают отправку американского оружия. На 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. При росте поддержки среди обеих партий. 59% республиканцев и 75% демократов. При этом Вашингтон вновь заявляет, война должна быть закончена. В США делают заявление о близком мире и приближающемся финале войны. Неожиданный прогноз дал посол США при НАТО. Давайте послушаем. Мы ближе к миру, чем когда-либо. И, как сказал президент Трамп, это трудная ситуация. Чтобы выйти на правильное решение, но эта война должна закончиться. Она продолжается почти 4 года, с миллионами жертв и огромным разрушением Украины, которую я сам посетил 4 недели назад и встретился со всеми ключевыми людьми. Я поехал в Харьков, чтобы лично увидеть, как технологии применяются на поле боя и как Украина сдерживает российское вторжение. Переговоры о мире идут, они сейчас во многом закрыты. Украинская делегация все еще находится в США, там были встречи с Уиткофом и Кушнером, которые, как вы помните, недавно вернулись из Москвы. Западная пресса называет переговоры с украинской делегацией продуктивными и пишет о прогрессе. Встречи, проходящие в Майами вместе, которая не разглашается, не являются формальными переговорными сессиями по поддерживаемому США плану урегулирования, добавил источник. Договориться о встречах американские и украинские чиновники успели еще до поездки в Москву к Путину. И встреча не одна, а сразу несколько. В Госдепе США заявили, американская и украинская стороны согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для обеспечения долгосрочного мира. Это была цитата. Теперь, как заявляется, США ждут новый ответ от Путина. Обе стороны согласились, что реальный прогресс к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств. Отдельно участники рассмотрели повестку будущего процветания, направленную на поддержку послевоенного восстановления Украины, совместные американо-украинские экономические инициативы и долгосрочные проекты восстановления. В
то же время состоялся срочный звонок из Вашингтона в Киев. На Зеленского оказывали давление, пишет издание Axios, уточняя, что давление было оказано и на Путина со стороны американцев. И все же вечерние переговоры 6 декабря с Зеленским по телефону были сложными. Поднимались два вопроса – территории и гарантии безопасности. Зеленский подтвердил, что был созвон с Уиткофом и Кушнером. Источник, непосредственно осведомленный о ситуации, сообщил, что Витков и Кушнер собирали позиции обеих сторон и давили как на Путина, так и на Зеленского, побуждая их пойти на уступки, необходимые для достижения сделки. Ситуация на поле боя ухудшается для Украины, пока Трамп продвигает свой мирный план. Об этом уже пишет Нью-Йорк Таймс. При этом ситуация не близка к тому, чтобы Украина капитулировала, говорится в материале издания. Тем не менее, Путин отдал приказ и обратился к российской армии, напоминает издание недавнее заявление из Кремля. Верх сейчас у россиян, говорит Эмиль Костихельми, военный аналитик финской группы Black Bear Group. Украина пока не дошла до точки, где ей придется капитулировать, отмечает он, но выглядит достаточно слабо, чтобы россияне считали, что могут навязать свои требования. Путин отдал приказ российской армии готовиться к зимней кампании и после переговоров с американскими чиновниками дал понять, что не намерен отступать от своих жестких требований. Зеленский же срочно срывается из Киева. Уже меньше, чем через сутки у него встреча в Лондоне с Макроном, Мерцем и Стармером. Там стороны проведут совещание. На повестке текущие переговоры между официальными лицами США и Украины по мирному плану, направленные на поиск соглашения о гарантиях послевоенной безопасности Украины, пишет западная пресса. Друзья, каждый день приносит нам новые события и заявления. То мы далеки от мира, то близки к нему. Эти качели, вижу по вашим комментариям, изрядно выматывают. И все же, верите ли вы в заявления всех сторон, которые участвуют в переговорном процессе? Приглашаю вас, как всегда, в комментарии, оставьте там свое мнение. Не всегда нахожу силы прочесть и ответить каждому, поэтому уже по хорошей традиции говорю вам всем спасибо за поддержку вашими лайками. И да, друзья, новые зрители, не забывайте подписаться на YouTube-канал «Время Прядко» и включить все уведомления, чтобы не пропускать выход новых видео, может, в будущем и второго дневного выпуска. А я продолжаю. ВСУ обратились к военным армии России. Призыв на русском. В письме, опубликованном силами обороны Украины, предлагается сделка «сложить оружие». Украинская сторона массово пишет о письмах, которые ВСУ раскидали на фронте 6 декабря с помощью беспилотников. В сети опубликованы кадры того, как выглядят эти письма. В то же время всего несколько дней назад армия РФ также обратилась к солдатам ВСУ и также раскидала подобные листовки с требованием сдаться и бросить оружие в сторону. Напомню, на этой неделе Путин обращался к Зеленскому и армии Украины и говорил, что если ВСУ не выйдут из Донбасса, то Россия возьмет территории военным путем. Зеленский уже отвечал, сдавать позиции никто не собирается. А главком Сырский буквально накануне предлагал остановить войну по нынешней линии фронта. Делегация страны НАТО едет в Россию укреплять связи с Путиным. В ближайшие дни большая венгерская команда отправится на переговоры в Москву. По словам премьер-министра Венгрии, стороны будут обсуждать исключительно экономические вопросы. Будапешт должен думать наперед, потому что война и санкции когда-нибудь закончатся, сказал Орбан. Днем ранее премьер Венгрии предположил, что в ближайшее время станет ясно, войдет ли война в Украину в фазу обострения и роста, или же наоборот, появится больше шансов на мир. О критическом моменте он заявил на фоне разговоров в Европе об отправке российских замороженных активов к Киеву. Орбан вновь обвиняет Брюссель в желании воевать с Россией, при этом венгерский премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет финансировать войну в Украине. Обращение к Путину и организация протеста на улицах России. В Иркутске предприниматели вышли на митинг и записали обращение к Путину, который, как утверждают люди, не выполняет своих обещаний. Жители Иркутска просят Путина применить вето и отклонить недавние, бьющие по малому бизнесу, изменения в налоговом законодательстве России. К акции по видеосвязи также подключились предприниматели из Новосибирска, Челябинска, Удмуртии и Томска. Протест был согласован с местными властями и проходил под лозунгом «За поддержку курса президента, за развитие, за победу за Путина». Напомню, в конце прошлого месяца Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 22% и снижении порога для его уплаты малым бизнесом. Нас убивают цитаты из вашего же указа. Хоронят под премием, которое вы просили снять. Мы просим не милости. Мы просим жизни для того, что вы называете основой экономики. Владимир Владимирович, воспользуйтесь правом. Вето! 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 Вето!
Срочная эвакуация в столице, спецслужбы в повышенной готовности, ЧП в Казахстане на первых лентах СМИ республики, пожар в многоэтажном доме. В Астане были эвакуированы 50 жителей, в том числе 7 детей. Из-за сильного задымления люди не могли выбраться из многоэтажки самостоятельно. Как сообщили в МЧС Казахстана, удушающий дым быстро распространился с 1 по 5 этажи из-за возгорания в подсобном помещении. Причина пожара пока неизвестна. И напоследок, как всегда, о хорошем. Кошки более разговорчивы с мужчинами. Психологи из университета Билкент в Турции доказали, что домашние коты начинают активно мяукать, если возвращается хозяин, а не хозяйка. Приветствовать женщин усатые готовы не всегда. О деталях исследования рассказывает журнал Etology. Владельцам животных, мужчинам и женщинам, предложили закрепить на груди камеру, чтобы снять первые минуты после возвращения домой и отследить реакцию котов. Ученые изучали только первые 100 секунд видео, при этом оценивали, как мяукает или мурлычет кот, трется ли он о ноги своего владельца. Результаты оказались впечатляющими. Коты издавали более 4 мяуканий при встрече с мужчиной и лишь пару мяу после возвращения домой хозяйки женщины. Ученые объясняют это особенностями человеческого поведения. Мужчины реже разговаривают с питомцами и могут пропускать невербальные сигналы. Кошки же компенсируют это повышенной вокальной активностью, чтобы привлечь внимание хозяина. Друзья, а какая ситуация у вас? Как встречают вас? Пишите в комментариях, согласны ли с этим выводом и исследованием. Спасибо всем за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской, комментарием. До встречи уже завтра.